Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня я хочу показать, какая мне пришла идея в голову, когда я увидела в магазине вот такое зеркало. Магазин Fix Price, там продаются вот такие зеркальца, оно разборное. Я его когда увидела, у меня, знаете, сразу предстал пред глазами образ большой-пребольшой игольницы. Такого органайзера игольницы, и вот там кармашек получается сзади, для всяких швейных мелочей можно использовать. Я сняла вот это, видите, сначала обрисовала круг на картонке, потом мне пришла в голову идея, а если перевернуть вот так зеркалом назад, чтобы не клеить на зеркало. Но потом я от этой идеи отказалась. Так, круг я немножко поменьше вырежу. Отказалась от идеи, почему перевернуть, потому что выпуклость здесь, видите, и картон плохо, ну, как бы ляжет, плохо приклеится. Поэтому клеить все-таки я буду на зеркало. Вот здесь только сейчас поменьше сделаю кружочек этот, ну, где-то на полсантиметрика уменьшу. Вот, видите? Вот так. Потому что там у меня еще будет синтепон, ткань, и все это увеличится в объеме. И как раз все будет в норме. Вот так вот я взяла такую горстку, хорошую горстку синтепона, примерилась и решила обмотать еще ниткой, чтобы он у меня не расползался в разные стороны. Вот. Такая вот кучка получилась. Сейчас я отмерю, обрисую вот так вот мелком круг. А вот, кстати, еще меня спрашивали, покажите в работе вот это вот колечко-игольницу. Ну, у меня как бы здесь один вариант, как использовать это колечко. Удобно, уже я на практике в этом убедилась, когда что-то делаешь вручную, какие-то стежки, и вот приходится заправлять нитку, и вот в этом случае удобно. Иголочку взял, воткнул в колечко, оторвал нитку, потом взял иголочку, заправил, шьешь, кончилась нитка, опять взял в колечко, воткнул иголочку, опять оторвал ниточку, заправил и так далее. Вот. А когда мы пользуемся булавочками с шариками на конце, то удобнее, конечно, использовать игольницу, которая как браслет на руке. Вот. Ну и колечко тоже. Вот я говорю, в таких ситуациях, вот как сейчас, я шью, например, да, очень удобно именно колечком пользоваться. Так, вот здесь вот я уже сейчас пройду стежочками, чтобы потом стяжечку делать. И отрежу лишнее. Такой хороший припуск оставлю. Сантиметра 2 где-то. Вот, и сейчас буду натягивать, одевать вот эту ткань на свою заготовку. Все сейчас затяну хорошенько. Завяжу узелочек, закреплю нитку. Все, и у меня получился вот такой красивый пряничек или коржик. Вот. И буду приклеивать. С клеем, правда, у меня беда-беда. Совсем хороший клей у меня закончился, горячий. И я в строительном магазине купила где-то пачек 6 другого клея, а он оказался плохим. Но он совсем не клеит. В общем, не нравится мне. Прям даже вот и не хочется им пользоваться. Прям хоть бери и выкидывай. Кстати, я так боялась, что у меня зеркало лопнет, но ничего не лопнуло. Вот. В общем, кое-как я приклеила. И таким вот еще фикс-прайсовским клеем там пыталась получше подклеить. А может быть, приклеивалась плохо, потому что на зеркало кое-как все-таки приклеила эту детальку.
Теперь все это я ставлю на место. Так. Вот. И теперь вот эти свои огрехи, где там клей видно, где плохо приклеилось, я вот этим красивым винтажным кружевом сейчас все это закрою. Тоже на клей сейчас я это прикреплю все. И будет у меня все красиво. Кстати, я в начале это кружево, это у меня из мешка с подарками, которые я наколедовала по соседям. И помните, я хотела все это отбелить, спрашивала советов ваших. Вот сейчас, пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить за рецепты, за подсказки, за советы. Я все переписала, и это обязательно мне пригодится в жизни. Большое-большое всем спасибо. Но именно кружево я передумала отбеливать, потому что, посмотрите, вот даже сейчас, на данный момент, как это красиво смотрится именно в этом цвете. Кто-то мне, кстати, там писал в комментариях, что не стоит отбеливать, и такой винтажный цвет очень красиво смотрится. Да, вы были правы. Очень красиво, мне очень нравится. Цвет такой, конечно, белое, ну, не так бы, наверное, смотрелось, поэтому я раздумала, чтобы отбеливать. Смотрите, как красиво получилось. И бархат так играет тоже на свету, переливается. Осталось только чем-нибудь приукрасить мою игольницу. Я решила примерить вот эту еще винтажную брошечку свою, которую мне носить не с чем. Я думала, может быть, я буду любоваться на эту брошку, когда она у меня будет на вот этой вот игольнице красоваться. Но нет, все-таки она не подходит. Я взяла другую. Эта брошка современная, но она тоже под винтаж сделана. Это я в Red Price покупала. И вот такой бантик тоже от чего-то. Наверное, тоже от какой-то коробки конфет. Я уже не помню. Но бантик по цвету идеально вообще сюда вписался. И вот эта брошечка, она тоже подошла. Как-то вот прям как родная. Смотрите. Все. И я решила больше я ничего сюда, никаких бусинок, ничего добавлять не буду. Пусть все останется так. Потому что, ну, наверное, что-то еще сюда добавлять, это уже будет лишним. Смотрите, все на месте. И кружево, и бантик, и брошка. Все, больше, я считаю, ничего не надо. Остальное будут уже иголочки свою роль, булавочки играть как украшение. В кармашек тоже заполняем. Вот щеточка, зажигалка, мыло, распарыватель, маркер. Смотрите, сколько помещается. Катушка с нитками. Вот. Так что можно много мелочей туда положить. И сюда вот иголочки, булавочки. Мне кажется, что в работе она должна быть удобной. Потому что у нее большая площадь. И даже не глядя, если будешь так вот иголку, руку протянешь, то не промахнешься. Потому что у нее, посмотрите, такой внушительный размер. Вот рядом с машинкой швейной, видите, какая она. Ну, мне нравится. Мне хотелось такую. А на сегодня у меня все для вас. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Кто первый раз на моем канале, подписывайтесь. Буду очень рада. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите там замечания какие-то свои. Почитаю. Может быть, с чем-то соглашусь, может быть, не соглашусь. А я с вами прощаюсь. Желаю всем всего хорошего. Всем пока-пока.